Эти вещи никогда не отдавайте бесплатно. Хотя бы возьмите за них 1 копеечку и скажите одно слово. Почему это так? Далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, часто мы не придаем значения тому, что нам рассказывают, мы не прислушиваемся к определенным советам, рекомендациям, когда говорят, что что-то или иное не стоит делать. А затем происходит что-то неприятное, непредвиденное, и тогда мы уже начинаем задумываться, что, возможно, все-таки что-то делается не так. Возможно, советы, которые передавались столетиями, имеют значение, и на них нужно все-таки обращать внимание. Зачастую мы своим знакомым, друзьям, родным одалживаем вещи, предметы, продукты питания и не задумываемся о том, что все это связано с нашей энергетикой напрямую. И от этого зависит то, что мы способны либо отдать, либо подобрать от того человека, которому это даем. Немаловажным является и то, что мы никогда и ни при каких условиях не можем проконтролировать, либо быть уверены в том, как на самом деле к нам относится тот или иной человек. А ведь от этого зависит, с какой энергетикой нам вернут то, что у нас взяли на время. А возможно, этот человек, преследуя свои определенные цели, взял этот предмет, вещь, продукт целенаправленно для того, чтобы, вернув, причинить нам вред. Вокруг нас, хотим мы этого или нет, находится много завистливых, недружелюбных, со злыми помыслами, пропитанными ненавистью ко всем, у кого есть хоть что-то лучше, чем у них. Такие люди очень опасны, и с ними нужно быть предельно аккуратными, так как все, к чему они будут прикасаться, наделяют негативом. Поэтому, чтобы не притянуть к себе проблемы, не подобрать ненужные вам энергии, нужно соблюдать определенные правила и рекомендации. Так, например, когда вы в чем-то не уверены, либо же для того, чтобы перестраховаться, нужно брать от человека купюру самого маленького номинала или несколько монет. Так вы, получается, не даете этому человеку что-то свое, и это своеобразно вы продаете. Далее в этом видео мы поговорим о том, что никогда и ни при каких условиях нельзя давать бесплатно. Давайте начнем с того, что цветы, ростки, вазоны, черенки, корешки – за все это обязательно нужно брать плату. Иначе у вас растение пропадет, перестанет плодить и вообще может перевестись. А если вы просто так дадите что-то из этого человеку с плохой энергетикой, то взамен не только заберете этот сильный негатив, но и больше никогда не сможете, так как не будете вы стараться завести такое растение. У многих, наверное, из вас были такие случаи, и вы потом не могли понять, почему что-то пошло не так, и как бы вы уже не старались, так как раньше у вас уже не получается. Бывает и такое, что, поделившись с кем-то своим растением, данное растение у вас есть, но оно уже не разрастается, как ранее, а у человека, с которым вы поделились, наоборот, оно разрастается. Мало того, становится очень красивым и радующим глаз. А если вы попросите, чтобы с вами поделились, такой человек никогда вам не даст такое же растение даже за деньги, так как знает, что этим действием разорвется определенная энергетическая связь, а ему этого не хочется. Для того, чтобы в данном случае вернуть все, как было ранее, нужно такому человеку подкинуть цветочек гвоздики и при этом проговорить такие слова: «Цветок сухой тебе, имя называете, даю, свою живую цветочную энергетику забираю, все на прежние места возвращаю». Очень скоро у вас все нормализуется и станет как ранее. Но больше, пожалуйста, не рискуйте и берите хотя бы копеечку самого маленького номинала. Соль
также не стоит давать бесплатно, так как она имеет очень сильную энергетику, благодаря которой способна впитывать все, что ее окружает. Поэтому, давая соль, вы отдаете энергетику своего дома. И если вы одалживаете это недоброжелательному человеку, и когда он у вас будет брать соль, он отдаст свой сильный и разрушительный негатив, подобрав который вы перекрываете доступ любых положительных энергий в свою жизнь, что принесет вам постоянные проблемы и неприятности. Если человек хочет изначально вам причинить вред, он, одалживая у вас соль, отберет ваше счастье и удачу. Перед тем, как дать соль, положите ее в какую-то поверхность и про себя проговорите такие слова: «Соль пустую даю, энергетики все при себе оставляю, биополе для негатива чужого не отворяю». Когда будете давать, обязательно давайте левой рукой, а деньги берите правой рукой. Так вы не принесете себе вред. А вот если вы не уверены в человеке, то лучше вообще отказать ему в просьбе одалживать соль, чтобы вы потом не жалели, почему ваша жизнь наполнилась бедами, проблемами, неприятностями. Также для того, чтобы иметь подстраховку на случай, если кто-то решит у вас одолжить ее, а вы не сможете отказать, нужно купить пачку, которой вы не будете пользоваться. Но это нужно сделать на убывающую луну. Когда принесете домой, зажгите свечу любого цвета, капните на эту пачку соли 3 капельки воска и при этом проговорите такие слова: «Эта соль никакую энергетику, что ее окружает, не впитает, мне ничего в дом не принесет и ничего из моего дома не отберет». После проделанного разместите ее в любом месте, только не на своей кухне. Но за такую соль также берите деньги. Когда будете давать, единственное, что, используя ее, вам не придется тогда переживать, что кто-то сможет забрать ваши светлые энергии. Но даже если вы одалживаете соль, отдавайте ее на постоянно. Ни в коем случае не берите ее обратно, иначе вы с ней можете забрать неприятности, какие-то проблемы другого человека. Далее уделим внимание посуде. Вы знаете, посуду также не стоит давать, потому что с этим вы можете отдать из дома семейное счастье и благополучие, а также привлечь частые конфликты, выяснение отношений. Даже когда вы одалживаете посуду и берете за это пусть монету самого мелкого номинала, кладите в нее конфету и проговаривайте такие слова: «Посуду не даю, я ее на время продаю. Когда заберу, все свои энергии при себе сохраню». И обязательно попросите человека, которому вы ее будете давать, чтобы вернул вам ее не пустую. После того, как она вновь окажется у вас, сразу промойте ее под проточной водой, перед этим кинув на нее щепоточку соли со следующими словами: «Если посуда чужие энергии подобрала, нужно, чтобы соль ты их убрала». Затем протрите и дальше используйте ее. Никогда ни при каких ситуациях не отдавайте из дома последний кусок хлеба. Хлеб – это достаток вашего дома. Отдавая хлеб, вы отдаете достаток. Вы перекрываете ему доступ в ваш дом. Вам не стоит переживать, что кто-то подумает, например, что вы жадный. Это совсем не так. Просто не стоит делать такой поступок, о котором придется потом пожалеть. Если вы переживаете, всегда покупайте 2 буханки хлеба, для того, чтобы одну вы, если у вас попросят, вы могли дать. Если кто-то придет у вас одолжить хлеб, возьмите у него купюру за хлеб и скажите, что не стоит вам отдавать или возвращать такой хлеб. А если вы решите отдать хлеб нуждающемуся человеку, ни в коем случае не давайте его через порог.
выйдите за него, и когда будете давать, выставьте левую ногу немного вперед. При этом про себя проговорите такие слова: человеку, нуждающемуся, помогаю, энергии свои положительные сохраняю. Проделав это, вы можете ни за что не переживать. В данном случае это действие, наоборот, притянет к вам потоки положительных энергий, так как вы совершите хороший поступок. Далее уделим внимание ювелирным украшениям. Вы должны понимать, что любые ювелирные украшения должны служить только одному владельцу, потому что они способны впитывать энергетику своего хозяина, и когда у вас кто-то просит одолжить такую вещь, откажите, пожалуйста, в этой просьбе. А вот если вы решили подарить ювелирное украшение, то перед этим подержите под проточной водой, проговаривая такие слова: энергетическое поле данной вещи обнуляю, все свои энергии с нее забираю, при себе их оставляю. Затем подожгите веточку мелисы и окурите ее. При этом скажите такие слова: все воспоминания и приятные моменты, что мне эта вещь приносила, у себя оставляю. Для нужных энергий и новых событий место для будущего хозяина освобождаю. Служи и счастье, называют имя, приноси. Когда будете дарить, попросите взамен монету желтого цвета и скажите, чтобы тот человек, которому вы преподнесли вот такой подарок в виде ювелирного украшения, сразу надел. Так эта вещь будет приносить данному человеку счастье, окружать его приятными событиями и хорошей энергетикой, а вещи энергии сохранит возле вас. Не стоит одалживать вещи и в любые религиозные праздники. Возьмите это за правило, и вы увидите, сколько неприятностей благодаря этому уйдут из вашей жизни, которые ранее появлялись ни с того ни с сего, и вы не понимали, почему это происходит в вашей жизни. Друзья, очень важно, что вы прислушались к этим советам, рекомендациям. Сохраняйте вокруг себя потоки положительных энергий, ведь от этого напрямую зависит то, что вы будете притягивать в свою жизнь, а также то, что вы сможете в ней удержать. Положительные энергии, которые окружают человека, они способны укреплять его биополе и не позволять никому приносить вам вред.